вечер. Вы смотрите программу «Новости Латвии». И сегодня в нашем выпуске. Сносить нельзя, оставить. Очередные дискуссии о памятнике в Задвинье. Топливо не должно быть роскошью, говорит народ. Что отвечают политики и чиновники в нашем репортаже. Инфляция вверх, ВВП вниз. Прогнозы Банка Латвии. О жизни собачьей и гуманизме. Рижский цирк отмечает праздник Стропил. Об этих и других событиях подробнее. Международные обязательства не позволяют Латвии в одностороннем порядке демонтировать памятник в Парке Победы. К такому выводу пришли сегодня на заседании парламентской комиссии по вопросам иностранных дел, выслушав представителей МИДа и юридического бюро Сейма. Тем не менее, многие депутаты успели высказаться. Так, Ева Аккураторе, которая сменила отбывшего в Украину Юриса Юршса, заявила, что раз международные обязательства не позволяют действовать, следует создать рабочую группу, которая займется поиском решения по памятнику. Внефракционный парламентарий Каспарс Гиргенс предложил перенести памятник из Парка Победы на ближайшее кладбище советских воинов. На что представитель МИДа заметил, что хоть и не знает, возможно ли это, однако следует учитывать прецедент с переносом бронзового солдата в Эстонии. Вспоминая события прошлого, как сообщает агентство «Лето», депутат Армандс Краузе от «Зеленых и крестьян» выразил сожаление, что вандалы в 1997 году неправильно рассчитали количество взрывчатки. Дискуссия в комиссиях проходила в рамках рассмотрения народной инициативы о демонтаже памятника освободителям. Латвия продолжит оказывать всевозможную помощь Украине, ведь Украина в этой войне должна победить. Так заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Каринш после встречи с президентом Эгилсом Левитсом. Глава правительства отметил, что нельзя расслабляться ни на минуту и необходимо постоянно себя усиливать, в том числе и в области энергетики. Чтобы больше не быть зависимыми от российских источников энергии, ведется работа в этом направлении. Нефть закупается в основном у партнеров в Литве, и руководство Мажейкю Нафта сейчас заключает договоры с альтернативными поставщиками не из России. Кроме того, Министерство экономики совместно с коллегами из других стран Балтии сейчас изучает, где и как лучше построить дополнительные газовые терминалы, чтобы не только Латвии, но и всему региону хватило объемов природного газа. Комментируя возможность уменьшить или вовсе отменить налоги на энергоресурсы, Каринш пояснил, почему этого делать нельзя. Вместе с налогами уменьшится поступление в госбюджет, а значит и обороноспособность страны станет меньше. Народ требует от политиков снизить акцизный налог на топливо. За эту народную инициативу на платформе Манбалс ЛВ вместо 10 тысяч, как того требует закон для рассмотрения вопроса в Сейме, подписались в 2 раза больше – 21 843 человека. Топливо не роскошь, оно должно быть доступным, считают те, кто поставил свой автограф, требуя снизить акциз. Другого мнения, как выяснилось на заседании мандатной комиссии, придерживаются в Министерстве экономики. Топливо больше всего потребляют те группы, которым эта поддержка не так нужна, группы, у которых зарплаты больше. Это целевая аудитория, на которую ориентирована поддержка для приобретения электромобилей. Если в том числе и этой группе мы снизим ставку акциза, это будет демотивация. Покупаешь электромобиль, а топливо становится дешевле. В качестве аргумента против представитель Минэкономики также отметила, что снизив акциз, Латвия попадает на большие штрафы. Как пояснили чиновникам в Ассоциации торговцев топливом, договоры у коммерсантов заключены на год. При их расторжении бизнесменам придется платить штрафы, и стоимость топлива вырастет еще больше. Заменить биотопливо, оно составляет 7% от стоимости топлива, дизельным тоже нельзя, из-за уже заключенных соглашений, пояснила депутатам Лига Розентале. Ну и в-третьих, штраф от ЕС в 17 миллионов евро за невыполнение обязательств по климатической политике. Такие заявления удивили даже главу мандатной комиссии, представителя национального объединения.
Вы говорите о возможных штрафах от Евросоюза. Такое чувство, что нет войны. Планы, которые принимались раньше, не были рассчитаны на чрезвычайную ситуацию. Может, надо связаться и говорить об этом? И второе, вы говорите, что те, кто ездит на машинах, вряд ли самые бедные. У нас с общественным транспортом на селе, особенно в приграничье, катастрофическая ситуация. И часто единственный способ передвижения для пенсионера – это машина. В качестве примера авторы инициативы, которые сегодня на заседании не присутствовали, приводят Польшу, где политики уже нашли возможность снизить акциз на топливо. Но наш Минфин выступил против, пояснив, что у государства есть определенные обязательства. Например, оно должно платить зарплаты. Из-за снижения акциза казна только в этом году недополучит 114 миллионов евро, в следующем – 176 миллионов. Пока говорится о новой целевой, то есть для определенных групп поддержки населения. Договориться об этом правящие политики обещали на следующей неделе. Тем не менее, депутаты решили не отвергать народную инициативу, а передать ее для дальнейшего рассмотрения в бюджетную комиссию парламента. Обсуждался на заседании еще один топливный вопрос. По вашей логике, когда будет заключено перемирие, цены должны упасть. Вряд ли это произойдет. Мне кажется, что рост цен никаким образом не связан с войной. Но может быть связан, но немного. Но я хочу задать такой простой вопрос. Почему в одной и той же сети заправок в один и тот же день отличается цена на топливо? Цена на топливо состоит из 5 позиций. Само топливо, акциз, НДС, расходы на содержание заправок и пошлины на нефтяные резервы. Разница в зависимости от места зависит от расходов на содержание заправки. Это где-то 7% от общей стоимости топлива. И она зависит от того, есть ли на заправке только автоматизированная система, от размера станции, есть ли там обслуживание, закуски. Так что никаких нарушений конкуренции здесь нет, пояснила депутатам представитель Министерства экономики. Валерия Смирнова, Эдис Карклинш, Латвия, Зинис. Банк Латвии дает неутешительные прогнозы для экономики страны. Если прежде средний уровень инфляции за 2022 год оценивался в 6%, то сейчас ожидается уже 9,5%. Такие перемены связаны с глобальным ростом цен на энергоресурсы и продукты питания. Безусловно, важным фактором стала война на Украине. Глава Банка Латвии Мартинš Казакс заявил, что рост инфляции достиг исторически высокого уровня, и ведущие центральные банки Европы начинают задумываться над нормализацией монетарной политики. Необходимо принимать меры, чтобы снизить инфляцию и не препятствовать экономическому росту. И еще одна цифра от Банка Латвии. Прогноз прироста внутреннего валового продукта снижается более чем в 2 раза, с 4,2% до 1,8%. По мнению банковских экспертов, спад экономики из-за войны в этом году может быть и больше, если боевые действия не прекратятся или же будут расширены санкции. Бесшабашность и безопасность с наступлением весны и теплых месяцев традиционно увеличивается и количество травм среди детей. Переломы и ушибы, ожоги, укусы животных. Латвия сейчас находится на одном из первых мест в Европе по травматизму среди молодежи. Только в прошлом году за медицинской помощью обратились около 19 тысяч детей. Минздрав вместе с детской клинической больницей начинают информационную кампанию, направленную на уменьшение травм. Что можно сделать? Главврач детской больницы Рената Сниппе считает, что в первую очередь родители и педагоги должны уметь оценить и справиться с факторами риска для ребенка. Особенно это важно сейчас, когда дети начинают заниматься активным спортом, катаются на велосипедах и самокатах и играют на свежем воздухе. Особое внимание стоит уделить батутам. Родителям следует контролировать подобные развлечения, а среди медиков службы неотложной помощи все чаще звучат мнения о том, что батуты следует вообще запретить. За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 2443 новых случая заболевания COVID-19. Из 8500 сделанных тестов положительными оказались 28%.
Количество вакцинированных среди заболевших по-прежнему превышает число непривитых. Из жизни ушли 12 человек, у которых был обнаружен коронавирус. Самый молодой из умерших входил в возрастную группу от 30 до 39 лет. Двухнедельный показатель заболеваемости на данный момент составляет 2169 случаев на 100 тысяч населения. О более гуманном отношении к собакам сегодня и говорили в комиссии Сейма по мандатам и этике. Сюда поступила очередная инициатива, которая в том числе предлагает запретить держать животных на цепи, приравняв это к жестокому обращению. Авторы инициативы указывают, действующие правила Кабинета министров неэффективны. От владельцев собак требуют их выгуливать не менее 30 минут. Однако остальное время, вне прогулок, превращается для четвероногих в мучение. Кроме того, отсутствуют механизмы контроля за соблюдением этих правил, а неконтролируемые законы, по мнению авторов инициативы, порождают правовой нигилизм. В то же время парламентарии отметили, что у горожан и жителей сельской местности разные представления о благополучии собак. В деревне пес не только друг человека, он и сторож, который охраняет и дом, и скот. Инициатива отправлена на дальнейшее обсуждение. И в завершении реконструкция здания Рижского цирка достигла своей наивысшей точки. Над строением возведен купол, который сегодня украсил дубовый венок. По старинной традиции завершение основного этапа строительства всегда отмечали праздником стропил. Что удалось к этому моменту и что еще предстоит сделать в ходе реконструкции цирка, рассказывает Татьяна Коваленко. Монтаж перекрестно склеенных в несколько слоев деревянных панелей завершен. Хорошо узнаваемый столичным жителям купол, как и прежде, возвышается над зданием на улице Меркеля. Рижский цирк вновь обретает свой прежний облик. Построены главные несущие конструкции над новой плитой фундамента. На опорной колонне здания установлен железобетонный ригель, на котором и возвышается новый купол. Купол уже построен, на нем пойдет еще жестяная крыша, да, и сам принцип уже, вот так сказать, самая высокая точка достигнута, да, и сейчас будет устраиваться все внутри, это тепло, это воздух, и также все это будет коррелировать с следующими фазами строительства и реконструкции. Полная реконструкция Рижского цирка предполагает совместить старину и современность, исторический облик XIX века с новым образом века XXI. По проекту к старому зданию предполагаются ультрасовременные пристройки, где будут располагаться цирковая школа и резиденция для артистов. Сейчас, когда цирковой комплекс полностью перестраивается, сложно до конца представить, где, что и как будет. Но вот правое крыло здания станет публичной зоной, площадкой для детских мероприятий и сквозным проходом соединит улицы Меркеля и Калния. И сам фасад меняет свой облик, он идет обратно к тому, как он был раньше, оригинальном чертеже Яна Фридриха Баумана, который был первый архитектор здесь, и снимается два такие полэтажа, которые были построены, и меняется тоже цвет фасада. Да. В течение этого года в цирке будут проводиться работы по улучшению энергоэффективности здания. Зал, манеж, обновленный купол будут оснащены новейшей аппаратурой и техникой. Полностью усовершенствована будет и цирковая арена. Это будет арена, которая можно будет в арене, возможно, будет ее переставлять, не только будет остается манеж как круг, да, но будет возможность его тоже переставить как фронтовые спектакли или разные другие формы. Хотя реконструкция в здании продолжается уже 2 года, сам цирк ни на день не прекращал своей работы. Представления проходят на разных сценических площадках. Недавно французских артистов принимал театр имени Чехова. В начале апреля финских циркачей группу Race Horse Company возьмет под свою крышу Дворец культуры ВЭФ. Рижский цирк предлагает украинским беженцам бесплатно посетить эти представления и готов в будущем принять украинских тренеров на работу в Рижскую цирковую школу. Здесь мечтают о том, чтобы цирк стал чем-то большим, чем просто развлекательное представление о настоящем событии, увлекательным и незабываемым. Татьяна Коваленко, Эдирс Карклинш, Латвия, Зинес.
Наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до завтра. Будьте здоровы, и пусть все будет хорошо.